Привет, друзья! Мне кажется, или такими темпами мы скоро увидим вновь колбасные электрички, которые возили людей в Москву, чтобы они могли купить хоть что-то пожрать из других городов. Лично я готов их снимать. Вы на канале Блог ЖД Фотографа, я Игорь Абросимов. И сегодня у нас опять поездка на линию Владимир-Тумская. Сегодня здесь работает крутой зеленый тепловоз, и мы будем его здесь ловить. Поехали! Железная дорога Владимир-Тумская. Малодеятельная тупиковая ветка в лесах Мещера. Объем движения 2 пригородных поезда в день, а также местные грузовые, которые ходят с интересными локомотивами, смашками из ВТ-10М. Московские фотографы любят сюда приезжать, потому что здесь никогда не бывает современных, скучных и одинаковых ДТ-25КМ и 2Т-116У, которые на всех остальных железных дорогах всем ужасно надоели. Ставьте лайк, если тоже не любите снимать 2Т-116У. Мы находимся в Головино. Здесь стоит красивый храм, на фоне которого мы уже сфотографировали пригородный поезд Владимир-Тумская. И теперь ждем грузовые. Обратите внимание на эту синюю фигуру у меня за спиной. Это автобус-мастер. Он тоже приехал вместе со мной снимать крутые локомотивы. Ну чё, хоть нормальная фотка получилась? Показывай, быстрее. Нормальная такая, пойдет. С храмом получилась фотка. Кошерная такая, православная. А у меня вот так. Ну вот. Что тебе больше нравится, Машки или 2Т-10? Мне нравятся автобусы. Отлично. Значит, мы поедем в Гусь-Хрустальный? Конечно, непременно поедем в Гусь-Хрустальный. И снова будем снимать пазики. Наконец-то мы их переснимем, отснимем и заснимем. А еще с Каней наснимаем. Вот так. Ну что, ты готов Машку снимать или нет? Готов, но только жрать давай. Отличная идея. Да, это ваша любимая кулинарная рубрика, которая уже не было у меня в блоге больше 2 лет. Давайте же вернем наши старые традиции и приготовим вкусную тушенку на огне. Владимирская область, Головино. Тушенка из банки. Поехали! Мяса много, даже больше, чем стран, в которые теперь не летают самолеты из России. Аромат приятный, гораздо приятнее, чем аромат дизельной печки московских электробусов. А стоимость такая, что за эти деньги можно было доехать от Москвы до Владимира по полному билету. Дрищ гурман, это дрищ гурман, дрищ гурман. О, а вот и первый грузовой. Он едет с корпоративной РЖДшной красно-серой Машкой. Та-дам! Необычно выглядит. А что джентльмен думает об этой окраске? Черкните что-нибудь по этому поводу в комментах. Привет каналу Покемоша Лайв. Ну вот мы сняли Машку, как это было ожидаемо. Теперь можно идти в другое место. А теперь вопрос для самых моих внимательных зрителей. Напишите в комментариях, какие локомотивы были здесь, на этой линии, в прошлую поездку. Если вдруг не смотрели, то ссылка для вас будет вот здесь. Я решил немножко пройти в сторону Владимира и нашел здесь офигенно крутые деревянные шпалы. Полюбуйтесь на них. Как вам такое? Давно ли вы последний раз видели железную дорогу на деревянных шпалах? И вот тут мы столкнулись с одной из проблем. Здесь, конечно, очень красивое антуражное место, но здесь негде встать для того, чтобы сфотографировать поезд. Здесь пути везде на насыпи. Единственный вариант это сделать, это стать под насыпь. И тогда не будет видно ни деревянных шпал, ни красивого пейзажа. Какой смысл так вообще фотографировать? Все-таки мне удалось найти нормальное место, где можно встать на участке с деревянными шпалами. Посмотрим, как здесь получится грузовой поезд на направлении Владимира. Эй, птица, что ты там орешь? Кто кого бьет?
Кстати, может быть, вы знаете, какая птица издает такой странный звук? Напишите в комментариях. Каких только птиц не встретишь здесь, в лесах Мещера. И дятел, и ворона. Еще бог знает, какая птица, которая кого-то бьет. И вот даже самолет полетел турбовинтовой. Удивительно. Что? Зеленый тепловоз? Это вообще возможно в 2022 году? Невероятно! Вполне себе прилично. Этот тепловоз собрал просто комбо из всех крутых черт серии 2Т10. Он зеленый, у него старый дизель, у него прожектор в сиденье автоунитаза. И самое главное, это его тифон. Еще раз. Еще. Поехали дальше. Ну что, снял 2Т10М? Поехали жрать. Шо, опять? После успешнейшей железнодорожной фотоохоты, на которой мы поймали и красивую Машку, и крутой зеленый 2Т10М, мы отправляемся в Гусь Хрустальный. Греться и кушать вкусняшки. Прямо как в предыдущем видео о поездке в Гусь Хрустальный. Еще одну интересную штуку мы нашли в Головино. Это кузов узкоколейного вагона. Наследие Владимирско-Рязанской узкоколейной железной дороги. Давай, большая железяка, быстрее езжай. Мы сейчас в Гусь Хрустальный опоздаем в KFC-шку. Мы едем по городу Гусь Хрустальный. Этот старый русский город основан в 1756 году купцами-мальцами, которые на реке Гусь Хрустальный построили стекольную мануфактуру. В дальнейшем она превратилась в стекольный завод. Собственно говоря, река и стекольный завод и дали название этому чудесному городу. В городе много исторической застройки, а также и советских кварталов, в которых нет ничего интересного. Но для нас самое главное — это автобусы, которые здесь работают. ПАЗ-3237, низкопольные пазики, а также Scania OmniLink, которые здесь в основном переданы из других городов, в частности, из Москвы и Петербурга. И сегодня мы попробуем сфотографировать их по хорошей погоде, чем мы сейчас и занимаемся. Сними вот эти крутые терема, быстрее. Мы приехали на улицу Гоголя, чтобы на фоне этих красивых расписных кирпичных теремов сфотографировать местные автобусы. Что, собственно говоря, мы и сделали. Посмотрите, какая получилась прекрасная фотография. А подробнее об этих автобусах вам расскажет наш автобусный эксперт. С вами Автобус Мастер, и мы снова в Гусе Хрустальном. И в прошлом видео я все вам уже рассказал, и ничего я рассказывать не буду, просто посмотрите тот ролик. Хватит мне мучить мозг. Окей, посмотрите это видео. Внимание, внимание! Встречай Гусь Хрустальный! 21 марта по 3 апреля. Цирк Шапито. А за моей спиной Гусь Хрустальская цирк Шапито автомобиль, который орет на всю улицу, рекламирует свой несчастный цирк Шапито. Ненавижу эту штуку. Чтоб ты провалилась сквозь землю, кастрюля с мегафонами. Черт бы побрал тебя, о исчадие ада. Ну что, ты доволен автобусами? Да, доволен. А ты доволен поездами? Конечно, доволен. Зеленый 2Т10М и красивая Машка, камон. Отлично. Поехали отсюда. Поехали. А на сегодня у меня все. Мы приехали в Гусь Хрустальный во второй раз. Опять сняли грязные автобусы, но зато на железной дороге были крутые тепловозы. Зеленая 2Т10М и довольно красивая корпоративная 2М62У. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, где я буду публиковать фотки из поездок, статьи, а также эксклюзивные видео для спонсоров, поскольку на YouTube эта функция больше недоступна. С вами был Игорь Абросимов и блог ЖД Фотографа. До новых встреч. Спасибо за просмотр.